Добрый день, дорогие друзья! Привет вам из Кишинева, с еврейского кладбища. Сейчас это мне подсказал Юрий, что не кладбище уже, а кладбище, музей. Сейчас мы развернем камеру, и вы увидите. Сейчас вот забор еврейского кладбища. Вот тут. Ага, там не то. Вот, посмотрите, пожалуйста. Сейчас вот солнце бьет немножко. Сейчас, видите, вот тут написано музей. Вот. Видите, музей. И сейчас я буду искать отправную точку, потому что даже при наличии, вот у меня есть схема. Сейчас я поверну на себя, хочу вам объяснить немножко. Вот у меня есть схема кладбища, да, все 25 тысяч захоронений. И я нахожу по имени там, по этим секторам. И, допустим, эти кварталы, где-то находится могила. Так вот, зная номер, могилы-то не под номерами, могилы идут по инициалам и дате рождения и захоронения. А в схеме дается только номер, и по номеру мы ищем в схеме. И так смотрим на эту схему, на квартал, где-то находится могила там. Так вот, нужно найти отправные точки, координатные, допустим, могилу с краю. Вот эта аллея, допустим, сейчас я вам покажу, вот аллея наверх, да? А могила находится рядом где-то. Вот я ищу 5-ю, 6-ю, 8-ю могилу, к примеру, и прочерчиваю такую визуальную линию и ориентируюсь по ней. Или вот это, допустим, дорога. Сюда идет дорога, и я от этой дороги ищу отправную могилу, и от нее уже отталкиваясь иду дальше. Вот сейчас я нашел две отправные точки. Вот на этой аллее мне нужно пройти вперед и потом подняться по той же, от той могилы, которая находится на этой вот аллее у забора. Я должен пройти вперед, а потом подняться. Вот. Вот мне тут поможет сейчас. Как вас зовут? Марьяна поможет мне, да. Мы должны пройти по этой главной, ну тут она не главная, она просто аллея вдоль забора. Там находится памятник с пропеллером. И я не выключаю камеру, потому что, как и в тот раз, кто-то может увидеть своих родных или близких. И ну и это полезно. Это полезно. Я не выключаю камеру. И мы снимаем. Нам нужно дойти до перпендикулярной аллеи. Сейчас. Где же эта перпендикулярная аллея? Там где-то еще поворот такой есть. На схеме я видел. Вот, Муляр, Александр, Шиков в кавычках, наверное, кличка. Где-то здесь был памятник с пропеллером. Дальше, да? Ага, вот он, памятник с пропеллером. Дальше, нам до белых колонн. Да, да, вот этот вот, нам вот туда. От белых колонн наверх. Ага. Вот это любезно мне помогает Марьяна. От белых колонн. А я снимаю, знаете, вот подряд, чтобы люди, ну как, увидели, может, своих родных, близких, чтобы максимально использовать время, камеру и свои возможности. Сейчас немножко солнце так светит, не против солнца не очень хорошо видно будет, но ничего, ничего, ничего. Нам нужно дойти, вот тут излом такой, как я говорил, поворот такой легкий на схеме показан. И кому надо, обращайтесь, пишите. Вот, ага, вот тут аллея такая, да, у нас? Да, это называется аллея. А вот это захоронение, что вот этот склеп? Я там смотрел, Циля Давидовична. Ага, нам наверх. Гриншпун. Здесь видите вот этот склеп Гриншпун. А нам наверх. Да. Сейчас намного лучше стало, как почистили кладбище, правда? А то много недовольных, говорят, ой, я говорю, и все критикуют тех, кто не живет здесь. Ничем не хотят помогать, только могут критиковать.
А здесь-то уборка была произведена на деньги кишиневских налогоплательщиков, молдавских, а не тех, которые живут за рубежом и платят налоги другим странам. А хотят, чтобы здесь было хорошо. Считаю это несправедливым. Собаки. Так. Ага, понял. А с другой стороны нельзя подойти как-то? Да, да. Очень много захоронений и очень много старых. Давно никто, очень давно никто не посещал. Видите, как все заросло, заброшено. Может, у кого-то и нету и родственников живых, кто бы мог посетить. Хотя есть сайт один, там поиск родных и близких, вот еврейский сайт, и даются данные. Сейчас не могу. Ну, кто захочет, напишите, я вам вышлю адрес этого сайта. Ветра нету, хорошо. Да! Да, вот мне рассказывают, что тут я смотрю, что было много повалено, восстановлено. Если бы вы могли поднять плиту, Так. вот так, хотя бы ее чуть-чуть приподнять. Видите, что собаки делают? Угу. Да. Вы бы смогли приподнять плиту, мы бы прочли. Я должен взять, наверное, людей потом. Если что. Вот он лежит, второй. О, сейчас вот мы идем. Второй. А, вот этот вот. Вот этот. Поваленный. Здесь больше не убиралось, чем 3-4. Ага. А что упало именно здесь? 3-4. Вот это упало, да? Вот это она? Да. С той стороны должна быть так. Вот под низом. Да. Вау. Ну я сниму рядом. Тут рядом Фельдмус Мошко Шмулевич. И вот эту локацию. Да, потому что тут даже не знаешь, как ориентироваться, да. И вот рядом Маклер Фира Самуиловна, 63-го года, в 63-м году захоронение, и здесь 66-й. Значит, по смыслу получается все правильно. Вот, Михаил, сейчас я остановлюсь и сделаю фотографии. Вот я хочу заснять именно детально, что почему получилось это. Здесь, когда спиливали деревья, сейчас я вот отойду, спиливали деревья, и дерево упало, вот тут рядом захоронение, вот сейчас вот солнце мешает, вот дерево с той стороны упало, вот даже вот здесь крыша помятая, и завалило памятную, вот видите, дерево падало с той стороны и завалило вот здесь. Сейчас я отойду, тут так тесно. Сейчас. Вот дерево при падении вот упало вот эту крышу, видите, как продавило, и прямо сюда по линии и завалило эту плиту. У меня, к сожалению, нету физического здоровья и нету лома с собой. Надо брать лом. Тут большие ремонтные работы. Тут не ухаживалось, не знаю, года 3-4, не меньше. Вот такое вот состояние. Ну вот так, дорогие друзья. Сейчас я переключу камеру на себя. Вот такое вот еврейское кладбище в этот зимний декабрьский день. И есть кому обратиться, есть у кого спросить, есть как найти. И обращайтесь. Солнце светит. Обращайтесь, пишите. Поможем, чем можем. Ну все, до новых встреч.